Всем привет, с вами Евгеньевич, вы на канале Red Army Airsoft, и это свежий выпуск новостей из мира страйкбола за прошлую неделю. Начать хочу с темы, которая только косвенно касается страйкбола, но которая в прямом смысле этого слова заставила рыдать российских страйкболистов, и не только страйкболистов, целую неделю. Дело в том, что на экраны вышел фильм «Аванпост». Не знаю, как там в фильме, я его не смотрел, но постеры выглядят вот так. Если с формой и внешним видом, который похож на неудачный закуп на Алиэкспресс, народ более-менее смирился, то висящие везде по делу и без ЛЦУ, EOTech, из центра которого светит лазерный целеуказатель, веб-камера на лбу, которая на некоторых постерах почему-то светит как фонарь, и анпеки на шлемах ввели народ в настоящую истерику. Дело, естественно, дошло до споров, мемасов и огромного количества комментариев. Народ в комментариях писал, что очень бы хотел посмотреть на консультантов по снаряжению, которые работали над этим фильмом, если они вообще в этом фильме были. LCT анонсировали выпуск классических моделей АК с новым, более винтажным оттенком дерева. Надо сказать, что после этой новости ценители АК разделились на два лагеря. Первая половина в восторге от новой покраски, вторая половина плюется и говорит, что раньше было лучше. Что думаете по этому поводу вы, покажут комментарии. ICS продолжает развивать тему светлой стороны, как умеют. Буквально пару дней назад они анонсировали новую линейку приводов АК-серии в тактическом обвесе, которая называется CXP ARK. Показанный образец напоминает смесь АК и Масады. Вживую новинку можно будет посмотреть уже в середине декабря на выставке МОА, которая пройдет на Тайване. Ждем фоток и подробностей. Компания 9х39 показала прототип страйкбольной версии гранатомета RGM-40. Даже судя по фото, видно, что новинка будет полностью выполнена из стали. Других подробностей, к сожалению, пока нет. В некоторые азиатские магазины поступила страйкбольная АЕК-версия достаточно интересного и редкого буллпап-карабина ARSOC от Ares. Внутрянка, судя по всему, точно такая же, как и у всех приводов серии Amoeba. То есть это EFCS Gearbox второй версии с электроникой и быстросъемной пружиной. Кстати, если вам нужен какой-то редкий и необычный привод, который вряд ли привезут в Россию, но который продается в Гонконге, есть вариант воспользоваться услугой «Шелковый путь» от магазина Кугель. Если кратко, Кугель собирает заказы и привозит их в Россию сборным грузом из Гонконга. Сейчас обещанный срок доставки 7 дней. Следующий заказ они собирают до 15 декабря. То есть, если сделать заказ до 15 декабря, то вы получите свои товары до Нового года. Для оформления заказа нужно заполнить специальную форму. Ссылку я оставил в описании. Еще из новостей магазинов есть информация, что на прошлой неделе в airsoftsports.ru приехала большая поставка страйкбольного оружия и аксессуаров от разных производителей, в том числе LCT, KGWorks, VE, NPO AEK, Raptor Airsoft и Acetec. Из интересных позиций можно отметить АК-12 и АК-15 от LCT, спринговую снайперскую винтовку SV-98 от Raptor Airsoft, компактный VSS-M Bastard от NPO AEK и компактные трассерные насадки от Acetec. Как вы смогли заметить, на все это прямо сейчас действуют хорошие скидки. Если вы что-то из этого планировали покупать, то сейчас самое время. Modifies сообщили, что уже через 2 недели на выставке МОА 2019 они покажут предсерийный газовый прототип российского пистолета-пулемета PP-2000. Тем временем магазин WGS Shop уже успел запустить предзаказ на эту новинку, правда показав какой-то нафотошопленный рендер для иллюстрации. Вживую PP-2000 от Modify пока еще никто не видел. На наши деньги пистолет-пулемет будет стоить около 20 тысяч рублей. Скорее всего, в России он будет продаваться примерно за эту же цену. Ждем выставки и подробностей. Я знаю, многие из вас смотрят видео и геймплеи на зарубежных каналах, интересуются зарубежными играми, а некоторые из вас даже на них были. Прошу всех ответить на 2 вопроса в комментариях. Где, по-вашему, проводятся лучшие страйкбольные игры в мире? И какую игру вы бы назвали лучшей в этом году? По мнению мирового сообщества, лучшие игры в мире проводятся в Европе. Об этом свидетельствуют ежегодные результаты международного голосования Airsoft Player Choice Awards. 7 лет подряд лучшей в мире называют игру Border Wars, которая проходит в Чехии.
Но лично мне кажется, что иностранные собратья просто не видели или не знают, какие игры бывают в России. У нас проходят масштабные игры на несколько тысяч человек с привлечением огромного количества военной техники и чудовищным количеством страйкбольной пиротехники, чего не бывает нигде в мире. У нас есть сразу несколько проектов игр на несколько дней с игровыми лагерями, идейными фракциями и сюжетом, который перетекает из игры в игру. И, конечно же, есть качественные приватные игры со сложным сюжетом и игровой электроникой. Если вы считаете, что российские игры незаслуженно остаются в стороне, вы можете изменить ситуацию и лично отдать свой голос в международном голосовании за проект, который вы считаете действительно лучшим. Это займет немного вашего времени, но это поднимет статус российского страйкбола в глазах мирового страйкбольного сообщества. Ссылку на голосование я оставил в описании. Да и так показали лицензионные реплики затворов с внешним стволом Jagger Works Spartan для страйкбольных глоков, выполненных по архитектуре Tokyo Marui. Доступны две версии с посадочным местом для установки прицела RMR и без него. Материал алюминий марки 6061. Покрытие анодирования, есть лицензионные маркировки. Других подробностей у меня пока нет. В сети появились новые фото прототипа спринговой снайперской винтовки SV98M от Raptor Airsoft. Обещают, что финальная версия будет готова уже в январе 2020 года. В прошлом выпуске я сказал, что для страйкера, на основе которого сделана эта винтовка, до сих пор нет полноценного тюнинга до 3 джоулей с легким взводом. Судя по комментариям специалистов, я заблуждаюсь. И готовый тюнинг без заморочек есть. ВКонтакте даже есть отдельная группа, посвященная тюнингу этой винтовки. Если вы интересуетесь этой тематикой, ссылку я оставил в описании. Подтвердилась информация, что магазины, рукоятка и приклады от АК-12, которые ранее показывали Moss Manufacture, производство D-Day. Судя по всему, именно такой пластик будет стоять на приводах АК-12 от Arcturus и Iandel. Кстати, зацените рекламный постер АК-12 от Arcturus. EMG Arms намекнули, что собирается сделать новый ГББР карабин на базе М4 с магазинами под 9 мм. Но подробностей, кроме вот этой фотографии, пока нет. Это вся информация, которая есть у меня на этой неделе. Как всегда, предлагаю обсуждать ее в комментариях, ставить ваши уверенные пальцы вверх, если видео вам понравилось, подписываться на канал, жать колокольчик и участвовать в голосовании. До скорого!